Привет, друзья! Вы на канале Shadow Tavern. Этот год подходит к концу, и сейчас самое время собрать выпуски с лучшими фильмами и сериалами моих любимых жанров – фэнтези и фантастикой. Этот выпуск будет посвящен фантастическим фильмам. Подборка полностью выйдет чуть позже, так что подписывайтесь и не забывайте следить за обновлениями. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра! Все везде и сразу. На фоне стольких долгожданных релизов первой половины 2022 года фильм стал неожиданностью. Мишель Ео, легендарная актриса боевиков, играет стареющую китайскую эмигрантку. Она со своей семьей живет на верхнем этаже семейной прачечной. Дела идут из рук вон плохо, не получается справиться с бумагами для банка, а она, будто находясь в собственной отдельной реальности, все мечтает о расширении бизнеса. Вскоре Эвелин оказывается втянутой в невероятное приключение в различных вселенных и в невероятном количестве разных жизней, которые она только могла бы прожить. И в этом поучительном приключении она может спасти себя и свою семью, лишь добравшись до правды и откровения, объединяющих все варианты и возможности всех измерений. Фильм быстро стал самым кассовым для кинокомпании A24. Благодаря изобретательным визуальным эффектам, созданным при ограниченном бюджете, фильму удается создать полное хаотического экшена и комедии приключения, а также эмоциональную историю о семье, воспитании детей и старении. «Аватар. Путь воды». Спустя 13 лет и множество задержек новый долгожданный научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона продолжительностью в 192 минуты официально представлен. Впрочем, благодаря отличному темпу эта продолжительность почти не ощущается, фильм проносится перед глазами даже слишком быстро. Визуально и с точки зрения эффектов фильм почти идеален, он ошеломляет. Есть несколько банальных диалогов, неуклюжих и неловких сцен, чувствуется отсутствие определенной кульминации, поскольку планируется еще пара сиквелов. Проблемы есть, но они почти не имеют значения. Сильные стороны этого фильма делают его обязательным к просмотру в кинотеатрах, что, к сожалению, на данный момент очень затруднительно. На самом деле приятно снова увидеть блокбастер подобного масштаба, давно такого не было. С точки зрения сюжета он менее предсказуем, чем первый фильм. Впрочем, те зрители, которые смотрели и предыдущие работы Кэмерона, такие как «Чужие», «Терминатор 2» и даже «Титаник», сразу заметят несколько самоповторов режиссера. В любом случае, сюжет не то, ради чего большая часть зрителей решит этот фильм посмотреть. Если вам понравился первый фильм, то почти наверняка понравится и этот. «Бэтмен». Если очень упростить, то фильм рассказывает о том, как Бэтмен на втором году своей борьбы с преступностью раскрывает опасный коррупционный заговор в Готэме, связанный с его собственной семьей и таинственным серийным убийцей по прозвищу Ридлер. Уклоняясь от истории происхождения и предпочитая просто следовать за Брюсом Уэйном, уже знакомым с опасностями, которые переполняют Готэм, фильм использует свое трехчасовое время, чтобы мастерски проработать культовых персонажей уникальным способом и представить правильный Готэм. Благодаря захватывающему детективному триллеру Мэтт Ривз покорил поклонников, которые с таким нетерпением ждали новой версии культового героя. Этот фильм действительно не для всех. Пожалуй, самый мрачный фильм о Бэтмене, самый депрессивный и темный. И это не обычное кино по комиксам. Это детективная история о расследовании запутанного преступления. Многие отмечают, что фильм ощущается слишком долгим, и, возможно, это так. Он настолько нетороплив и настолько погружен в долгие кадры, что порой кажется, будто смотришь на картину. С другой стороны, это тот самый нуар, который все так давно просили. Ждем продолжения. «Добыча». Это пятая часть и как бы приквел к первым 4 фильмам. Режиссер Дэн Трахтенберг переработал франшизу, добавив своеобразную историю происхождения и первый контакт с Яуджа. Действие фильма происходит в 1719 году на Великих Северных Равнинах. Нару – юная девушка племени Команчи, которая, будучи обученной лекарству, мечтает стать охотником, как и ее брат. Когда Нару видит в небе то, что она считает громовой птицей, она решает, что это знак того, что она готова проявить себя в новой роли. Но вскоре во время охоты на горного льва они сталкиваются с существом намного более опасным, чем любое, на которое они когда-либо охотились. Скажу честно, для меня это первый фильм после «Хищников» 2010 года, который было интересно смотреть, и для меня это лучший фильм во всей франшизе со времен 90-го года. Дэн Трахтенберг сделал то, что никто до него сделать не мог. Космический охотник наконец-то снова стал грозным и устрашающим. Нет. Оригинальный, креативный, пугающий, напряженный фильм. Джордан Пил продолжает удивлять зрителей своими режиссерскими способностями и нестандартными идеями. Согласно официальному синопсису, через полгода после смерти отца в результате странного несчастного случая, брат с сестрой пытаются удержать на плаву семейный бизнес – ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут крайне плохо, однако однажды в их удаленной долине, где-то в глубине Калифорнии, происходит нечто жуткое и леденящее душу. Героям кажется, что они обнаружили НЛО.
зло. Они видят в этом возможность неплохо разбогатеть и решают заснять его любой ценой. Тем не менее, эта аннотация не то чтобы не точна, она слегка упрощенная и уведет вас по ложному следу. Поверьте мне, фильм таит в себе намного больше сюрпризов и открытий, и смотреть подробные обзоры и трейлеры перед просмотром фильма я бы крайне не рекомендовал. С технической точки зрения это первоклассный фильм. Отдельно стоит отметить качество работы со звуком. Он используется очень умно и аккуратно. Благодаря саундтреку создается невероятное напряжение. Проект Адам. По сюжету в 2050 году пилот Адам Рид крадет самолет, позволяющий совершить путешествие во времени. Его начальство преследует его, но ему удается ускользнуть и сбежать, однако по ошибке попав в 2022 год. Там он встречает свою молодую версию, здоровье и ДНК, подпись которого очень важны Адаму из будущего для путешествия во времени и крайне необходимы для спасения мира. В целом фильм представляет собой фантастический боевик, но несмотря на обилие остросюжетных моментов, проект Адам использует детскую и взрослую версии персонажа для изучения семейных отношений. И это действительно отличный семейный фильм для всех возрастов, черпающий вдохновение из классических лент вроде «Полета навигатора». У него отличная кинематография, хорошая актерская игра и достаточно крепкий сценарий и адекватный юмор. Естественно, проект Адам — это попкорн-муви, вам нужно просто усесться на диван и провести 1,5 часа времени перед экраном. Тем не менее, это один из немногих фильмов, которому действительно удается вас развлечь, несмотря на то, что построен он вокруг такого сложного явления, как путешествие во времени. Преступление будущего. Что если бы люди больше не чувствовали боли? И у Дэвида Кроненберга есть свое собственное видение такой вселенной. Согласно синопсису, в мрачном антиутопическом мире люди вынуждены адаптироваться к окружающей их синтетической среде. В итоге неизбежно происходят новые трансформации и мутации. В центре сюжета оказывается Сол Тенсор, знаменитый перформансист, добившийся успеха в выращивании нетипичных внутренних органов в своем теле и публично демонстрирующий метаморфозы организма в авангардном выступлениях. Естественно, имя Кроненберга хорошо известно поклонникам такого поджанра, как боди-хоррор, и в «Преступлениях будущего» его творчество достигает новой экстремальной степени. Отвратительные увечья тела и размышления о природе эволюции существуют бок о бок. Сюжетная линия, декорации, кинематограф и предпосылки этой картины оригинальны, уникальны и хорошо выполнены. Спецэффекты первоклассные, с фантастическими сценами операций и кровопролития, несмотря на очень малый бюджет. Тем не менее, такое кино точно не для впечатлительных. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.